Коля, смотри, вот оно, настоящее московское метро прямо перед нами. Да, Соня, это метро. Я вижу его каждый день. Это не сюрприз. Для тебя не сюрприз, а для меня это первый раз в жизни, поэтому я немного волнуюсь. Хорошо, хорошо. Я понимаю, что ты волнуешься, но все будет нормально. Смотри, над входом висит огромная яркая красная буква «М». Она такая большая и яркая. Да, эта буква «М» означает метро, и ее специально делают большой и яркой, чтобы люди видели ее издалека. Понятно, значит буква «М» — это знак метро, и ее видно даже с другой стороны улицы. Именно. А теперь смотри на дверь. Дверь большая и стеклянная, а рама вокруг двери черная и металлическая. Да, дверь стеклянная, рама черная, все понятно. А справа на стене висит огромная карта. Да, это карта московского метро, и на ней нарисованы все линии метро разными цветами. На этой карте так много разных линий. Красные, синие, зеленые, коричневые, оранжевые линии идут во всех направлениях. Соня, не смотри сейчас на карту, потому что потом ты начнешь паниковать, и мы никуда не успеем. Я не паникую, я просто смотрю и считаю линии. Это совсем другое. Ты уже считаешь линии. Это значит, что ты уже паникуешь немного. Коля, линий очень-очень много на этой карте. Я знаю, Соня, я знаю об этом. Но нам нужны только две линии, не все. Только две? Это намного лучше. Это я могу запомнить. Именно. А теперь посмотри вокруг. На улице лежит белый снег, и небо сейчас серое. Да, снег белый и красивый, небо серое, и на улице очень холодно сейчас. Именно поэтому нам нужно войти внутрь как можно быстрее, потому что здесь слишком холодно стоять. Согласна. Пошли внутрь. Я готова. Метро — это легко. Я уверена. Ты уверена? Помнишь, что случилось в аэропорту в прошлый раз? Аэропорт — это совсем другая история, и мы сейчас не будем об этом говорить. Хорошо, хорошо, не будем. Пошли внутрь. Ух ты! Внутри очень красиво и чисто. Стены белые и пол серый и блестящий. Да, московское метро очень красивое внутри. Здесь всегда чисто и светло. Коля, смотри, вон там стоит большая серая машина. Что это такое? Это автомат для билетов. Через него ты покупаешь или пополняешь карту метро. Автомат высокий и серый, а экран у него большой и синий, и очень яркий. Да, экран синий и яркий, а под экраном видишь маленькие белые кнопки? Вижу, под экраном много маленьких белых кнопок. Их очень много. Да, кнопок много, но нам нужна только одна кнопка, не переживай. Хорошо, я не переживаю. У меня в руке маленькая красная карта метро. Отлично, карта красная и маленькая. Теперь нужно положить ее в щель автомата. В щель? Где эта щель? Я не вижу ее на автомате. Щель находится слева на автомате. Это маленькая черная дырочка. Смотри внимательно. А, вижу, маленькую черную щель слева на автомате. Сейчас я положу туда карту. Осторожно, не спеши. Положи карту аккуратно в эту черную щель. Вот, я кладу карту прямо сюда, наверх автомата. Готово. Соня, нет, ты положила карту на автомат сверху, а не в щель слева. Подожди, но разве это не одно и то же? Карта же на автомате. Нет, это совсем не одно и то же. Щель слева. Маленькая черная дырочка. Видишь? А, эта маленькая черная дырочка слева — это и есть щель для карты. Да, именно эта маленькая черная дырочка слева — это щель, куда нужно вставить карту. Хорошо, я понял. Сейчас вставляю карту в маленькую черную щель слева. Вот, Правильно, молодец. Вот теперь все правильно сделано. видишь, я сказала, что метро это легко, и я была права с самого начала. Да, конечно, ты была права с самого начала. Именно поэтому карта лежала сверху. Это был тест, Коля. Я специально тестировала автомат перед использованием. Ты тестировала автомат. Конечно, Соня. Не смейся, я серьезно говорю. Я не смеюсь, я полностью верю тебе. Это был тест. Коля, а что это такое стоит впереди? Это похоже на ворота какие-то? Это турникет, Соня.
Через турникет проходят все люди, которые едут на метро. Турникет. Интересное слово. Турникет. Серый и блестящий. Он красиво блестит. Да, турникет серый и блестящий, а сверху на турникете есть черный круглый сканер. Вижу черный круглый сканер сверху на турникете. И что мне нужно делать с ним? Нужно поднести свою красную карту метро близко к этому черному сканеру. Понятно. Я держу красную карту над черным круглым сканером. Вот так. Хорошо, теперь посмотри на маленький экран турникета. Что там показывает? На маленьком экране турникета я вижу большой красный крестик. Большой красный крестик — это значит ошибка. Нужно попробовать еще раз. Почему красный крестик? Я же правильно держу карту над сканером. Попробуй еще раз. Может быть, карта лежит неправильной стороной. Ладно, я держу карту снова над черным сканером. И снова красный крестик. Переверни карту другой стороной и попробуй снова поднести к сканеру. Перевернуть карту? Хорошо, переворачиваю и держу над сканером снова. Что теперь показывает маленький экран на турникете? Сейчас на маленьком экране турникета я вижу большую зеленую стрелку. Зеленая стрелка — это отлично. Это значит, можно проходить. Проходи быстро. Зеленая стрелка. Стеклянная дверца турникета открылась. Я иду, я иду. Быстрее, Соня. Проходи через турникет, пока дверца открыта. Я прошла. Я прошла через турникет. Это было непросто, но я справилась. Молодец, ты справилась, хотя это заняло 3 попытки. 2 попытки, Коля. Я считала, это были только 2 попытки. Хорошо, пусть будет 2. Это не важно. Главное, ты прошла. Скажи мне, пожалуйста, кто придумал этот турникет с красным крестиком и зеленой стрелкой? Не знаю точно, кто придумал, но это удобная система для контроля прохода. Удобная? Мне пришлось 3 раза пробовать. Это не очень удобно для меня. 2 раза, Соня. Ты сама только что сказала, что это были 2 попытки. Пошли дальше, пожалуйста. Коля, посмотри, это самый длинный эскалатор, который я видела в своей жизни. Да, московское метро очень глубокое. Оно находится далеко под землей, поэтому эскалатор такой длинный. Далеко под землей? Значит, сейчас мы едем глубоко вниз под московскими улицами. Именно. Прямо сейчас над нами находятся улицы, машины и здания Москвы. Это очень странное ощущение. Ехать вниз под городом. Мне немного непривычно. Привыкнешь быстро. Уже через несколько минут это будет казаться нормальным. Смотри, ступени эскалатора черные, и они сами движутся вниз. Мне не нужно идти. Да, эскалатор движется сам. Тебе нужно просто стоять и держаться за перила. Перила серые и очень гладкие. Приятно держаться за такие гладкие перила. Держись крепко за перила. Это важно для безопасности на эскалаторе. Держусь крепко. Вижу, стены вокруг белые, а наверху длинные белые лампы. Да, стены белые, и длинные белые лампы освещают весь эскалатор, сверху донизу. Конца эскалатора почти не видно. Он уходит так далеко вниз. Соня, важный момент. Ты стоишь посередине эскалатора. Нужно встать справа. Почему обязательно справа? Разве посередине нельзя стоять? Нельзя стоять посередине, потому что слева люди идут быстро, и им нужно место. Люди идут по эскалатору пешком? Но зачем, если эскалатор сам едет? Некоторые люди торопятся и хотят ехать быстрее, поэтому они идут слева. Понятно. Значит, правило такое. Справа стоять спокойно, слева идти быстро. Абсолютно правильно. Ты очень хорошо все поняла. Это главное правило эскалатора. Хорошо. Я стою справа и держусь за серые гладкие перила. Так правильно? Именно так. Отлично. Теперь все правильно сделано. Коля, а слева сейчас никого нет? Слева эскалатор совсем пустой. Да, сейчас слева свободно, но в час пик там всегда много людей, которые торопятся. В час пик? Значит, утром и вечером здесь очень много народа? Да, утром и вечером московское метро очень загруженное. Много людей едет на работу и домой. Хорошо, что мы едем сейчас, когда здесь немного свободнее и спокойнее.
Согласен, сейчас намного спокойнее, чем в час пик. Это хорошее время для первого раза. Мы едем вниз, вниз, вниз. Я чувствую, что мы очень глубоко под землей. Да, мы уже достаточно глубоко. Скоро увидишь платформу внизу. Ого, мы внизу, это платформа. Платформа такая широкая и красивая. Да, это платформа московского метро. И она действительно широкая и очень чистая. Пол здесь серый и чистый, а у самого края платформы идет длинная желтая линия. Да, эта желтая линия очень важная. Она называется линия безопасности. Линия безопасности? Значит, нельзя заходить за эту желтую линию? Именно. Нельзя заходить за желтую линию, потому что за ней находятся черные рельсы. Вижу. За желтой линией лежат черные рельсы, и они выглядят опасно. Они действительно опасные, поэтому всегда стой за желтой линией и не подходи к краю. Хорошо. Я стою далеко от края и от желтой линии. Я буду осторожна. Хорошо. А теперь смотри прямо вперед. Там темный тоннель, видишь? Да, прямо впереди большой темный тоннель. Он выглядит немного страшно. Оттуда приедет наш поезд. Из этого темного тоннеля выйдет серебристый поезд. А где сейчас наш поезд? Почему его не видно в тоннеле? Поезда пока нет, но посмотри на черное табло над рельсами. Там написано время. Вижу черное электронное табло над рельсами. На нем белые цифры. Что написано на этом черном табло с белыми цифрами? На табло написано 2 минуты. Значит, поезд приедет через 2 минуты. Правильно. В московском метро поезда ходят очень часто, каждые 2-3 минуты. Каждые 2-3 минуты? В нашем городе поезд ходит каждые 30 минут. Да, Москва — это очень большой город, поэтому здесь все работает быстро и часто. Это невероятно. Каждые 2 минуты? Это очень удобно для пассажиров. Да, очень удобно. А еще посмотри на стену справа. Там белая табличка с названием станции. Вижу белую табличку на стене с черными буквами. Это название нашей станции. Да, на каждой станции есть такая табличка, чтобы пассажиры знали, где они едут. А наверху я вижу красивую круглую белую лампу на потолке платформы. Да, московские станции метро очень красивые. У каждой станции свой особый дизайн. Коля, я слышу что-то из тоннеля. Это похоже на звук поезда. Да, это наш поезд едет из тоннеля. Он уже близко. Скоро выйдет на платформу. Стой, я уже слышу его. Значит, через несколько секунд он появится из темного тоннеля. Да, через несколько секунд. Стой спокойно и жди у желтой линии. Коля, смотри, вот он едет из тоннеля. Да, вот наш поезд выезжает из темного тоннеля прямо на платформу. Поезд огромный и серебристый. Он такой красивый и блестящий. Да, поезд серебристый, и на нем снизу идет красная горизонтальная полоса. Вижу красную горизонтальную полосу на серебристом поезде. Это очень красиво. Да, московские поезда метро выглядят очень современно и красиво. Он останавливается прямо перед нами. Коля, бежим к дверям. Соня, стоп, не надо бежать. У нас достаточно времени зайти спокойно. Но вдруг двери закроются раньше, чем мы успеем зайти внутрь. Двери не закроются так быстро. У нас есть достаточно времени, чтобы войти спокойно. Ты уверен, что двери не закроются прямо сейчас? Абсолютно уверен. Смотри, двери уже открылись, и они широкие. Видишь? Вижу. Двери широкие и полностью открыты. В них легко войти. Именно. Через такие широкие двери легко войти. Не нужно никуда торопиться. Окна у поезда темные, почти черные. Интересно, почему такие темные окна? Это специальное тонированное стекло. Оно защищает от яркого света в тоннеле. Понятно. А через открытые двери я вижу внутри мягкие синие сиденья. Да, сиденья синие и достаточно мягкие. Там удобно сидеть во время поездки. Над открытой дверью висит большая схема линий метро. Она такая сложная. Не смотри сейчас на схему над дверью. Мы разберемся с ней позже внутри. Хорошо, не смотрю. Пошли внутрь, я готова заходить в поезд.
Да, заходи аккуратно через широкие открытые двери. Не спеши. Захожу аккуратно. Одна нога, вторая нога. Я внутри вагона. Отлично, молодец. Теперь найди себе место и садись. Мы внутри вагона. Здесь так светло, чисто и приятно. Мне нравится. Да, внутри вагона всегда светло и чисто. Московское метро хорошо следит за чистотой. Сиденья синие и мягкие. Я сажусь у окна. Отсюда хорошо видно весь вагон. Хорошо, садись. А я встану рядом и буду держаться за серебристый поручень. Поручни серебристые и блестящие. Они идут вертикально от пола до потолка. Да, держаться за поручень важно, потому что поезд иногда резко тормозит. Понятно, я тоже буду держаться. Хотя я сижу на мягком синем сиденье. Двери закрылись, и мы сейчас начнем движение. Чувствуешь, что поезд поехал? Да, чувствую. Поезд мягко тронулся и набирает скорость. Интересное ощущение. В окне ничего не видно, только темный тоннель, потому что мы едем под землей. Коля, я вижу над окном огромную схему метро. Она намного больше, чем я думала. Да, схема большая, но не нужно сразу пытаться понять все линии на ней. Но я хочу понять. На этой схеме я вижу красную линию, синюю линию, зеленую линию Соня, не надо считать все линии сейчас, это займет много времени. и коричневую линию, и оранжевую линию, и розовую линию, и фиолетовую линию. Соня, пожалуйста, остановись. Не нужно сейчас считать все линии. И желтую линию, и голубую линию, и серую линию. Коля, сколько линий на этой схеме? На московской схеме метро сейчас 14 линий, и скоро будут еще новые. 14 линий? Кто придумал 14 линий? Соня, успокойся, пожалуйста. Нам не нужны все 14 линий, только две. Только две. Красная и синяя. Ты говорил об этом, я помню. Именно, красная и синяя линия. Это все, что тебе нужно знать сегодня. Но смотри, сколько других линий на этой схеме. Они все такие запутанные. Они запутанные только если смотреть на все сразу. Но каждая линия отдельно простая. Ты так говоришь, потому что ты привык. А я вижу это первый раз в жизни. Это правда. Я понимаю, что первый раз это выглядит очень сложно и запутанно. Очень сложно и очень запутанно. Эта схема похожа на большую разноцветную паутину. Хороший образ. Да, немного похоже на паутину, но красивую и очень полезную паутину. Полезную для людей, которые понимают ее. А я пока не понимаю. Ничего страшного, я объясню тебе позже, когда мы выйдем и встанем перед картой. Обещаешь, что объяснишь мне все понятно и медленно? Обещаю, объясню понятно и медленно. Не волнуйся. Хорошо, доверяю тебе. Но если мы заблудимся, это будет твоя вина. Мы не заблудимся. Я знаю московское метро очень хорошо. Не переживай. Соня, наша остановка. Нам нужно выходить из поезда прямо сейчас. Уже выходим? Так быстро? Мне кажется, мы только что сели в поезд. Мы ехали несколько минут. Теперь нам нужно сделать пересадку на другую линию. Пересадка — это когда мы переходим с одной линии на другую. Я помню это слово. Отлично, ты запомнила. Значит, мы переходим с красной линии на синюю линию. С красной на синюю. Хорошо. И как мы это сделаем? Куда нужно идти? Для пересадки нам нужно пройти по переходу. Это длинный коридор между линиями. Понятно. Переход — это длинный коридор, который соединяет разные линии метро. Именно так. Переход соединяет разные линии метро. Очень хорошо поняла. Смотри, мы идем по длинному коридору. Стены белые, а пол серый. Да, переход — это длинный белый коридор с серым полом. Мы идем правильно. Над головой я вижу указатели со стрелками. Они показывают направление. Да, эти указатели очень важные. Они помогают пассажирам не заблудиться в метро. Один указатель показывает налево,
а другой указатель показывает направо. Куда нам? Нам нужно идти направо. Именно туда указывает стрелка к синей линии. Ты абсолютно уверен, что нам нужно идти направо, а не налево? Да, абсолютно уверен. Я езжу здесь каждый день и знаю точно, куда идти. Каждый день? Значит, ты знаешь это метро лучше, чем свою квартиру. Немного преувеличено. Но да, я знаю московское метро очень хорошо. Хорошо, верю тебе. Идем направо по этому длинному белому коридору. Да, идем. Переход длинный, но мы скоро дойдем до синей линии. Коридор действительно длинный. Я уже немного устала идти. Соня, мы прошли только 40 метров. Это очень мало. Нужно идти дальше. Для меня 40 метров– это много, особенно когда я несу сумку. Еще немного, и мы придем на платформу синей линии. Осталось совсем чуть-чуть. Хорошо, иду, смотрю на белые стены и серый пол и иду вперед. Вот видишь, вот уже платформа синей линии прямо перед нами. Ура! Мы дошли до синей линии через длинный белый коридор. Мы не заблудились. Конечно, не заблудились. Я же сказал, что знаю сюда дорогу очень хорошо. Ты был прав, признаю. Ты знал, куда идти, и мы пришли правильно. Спасибо. Иногда я тоже бываю прав. Это приятно слышать. Коля, подожди одну минуту. Я вижу большую карту метро на стене. Да, вижу карту. Ты хочешь остановиться и посмотреть на нее? Да, ты обещал объяснить мне карту понятно и медленно. Ты помнишь? Помню, я обещал. Хорошо. Давай остановимся, и я объясню тебе карту. Карта на стене белая и очень большая. На ней нарисованы все линии метро. Да, вот перед нами полная карта московского метро со всеми линиями и станциями. На карте я вижу много цветных линий. Они идут во всех направлениях и пересекаются. Давай начнем с самого простого. Вот смотри, это красная линия. Видишь ее? Вижу красную линию. Она идет вот так через всю карту. Правильно. И на этой красной линии мы ехали раньше. Вот здесь была наша станция. Этот маленький белый кружок на красной линии– это и есть наша станция? Да, каждый маленький белый кружок на линии– это отдельная станция метро. А, понятно. Значит, все эти маленькие белые кружки на всех линиях– это станции. Именно. Все маленькие белые кружки– это станции, а рядом с ними черные буквы– названия. Я вижу черные буквы рядом с каждым белым кружком. Это название станций. Отлично, ты все правильно видишь и понимаешь. Продолжаем. А теперь объясни мне, что такое пересадка. Я слышала это слово несколько раз. Пересадка– это когда ты переходишь с одной линии на другую линию в метро. Переходишь с одной линии на другую? Значит, как мы только что сделали в коридоре? Именно так. То, что мы только что сделали в длинном коридоре, это и была пересадка. Я уже сделала пересадку и не знала, что это называется пересадка. Интересно. Да, ты уже сделала свою первую пересадку в московском метро. Молодец. Отлично. А покажи мне, где на этой карте синяя линия и где мы сейчас. Вот синяя линия. И вот здесь наша текущая станция на синей линии. Видишь кружок? Вижу маленький белый кружок на синей линии. Это наша текущая станция. И нам нужно доехать вот сюда. Это всего 4 станции по синей линии. 4 маленьких белых кружка по синей линии, и мы приедем куда нужно. Именно. 1, 2, 3, 4. И мы на месте. Все очень просто. Коля, это действительно просто, когда ты объясняешь. Почему ты не объяснил раньше? Я пытался объяснить раньше, но ты смотрела на карту и начинала паниковать. Я не паниковала. Я просто изучала карту очень внимательно и эмоционально. Да, изучала очень эмоционально. Хорошее описание того, что происходило. Теперь я понимаю красную линию, синюю линию, маленькие кружки станции и пересадку. Отлично. Ты уже знаешь самое важное для поездки на московском метро. А остальные 12 линий на этой огромной карте? Остальные линии — это на потом. Сегодня достаточно знать красную и синюю. Разумно. 2 линий на сегодня вполне достаточно для первого раза.
Соня, вот наша остановка. Нам выходить здесь, на этой станции. Уже приехали на нашу конечную остановку? Я считала станции. Раз, два, три, четыре. Правильно считала. Молодец. Ровно 4 станции по синей линии, как я и говорил. Я все считала по пути и не пропустила ни одной станции. Это важное достижение. Да, это действительно хорошо, что ты следила за станциями и считала их. Видишь, я уже учусь пользоваться московским метро правильно. Да, я вижу, что ты учишься, и это очень хорошо. Идем к выходу. Вот выход из метро. Дверь открыта, и за ней видна зимняя Московская улица. Да, вот наш выход. Дверь открыта. И мы сейчас выйдем обратно на улицу. За открытой дверью я вижу белый снег на земле и светлое зимнее небо. Да, снег белый, небо светлое. Мы снова на поверхности города, наверху. Слева стоит высокое красное кирпичное здание. Оно очень красивое. Да, слева высокое красное здание, а справа стоит черный металлический фонарь. Вижу черный фонарь справа, и вокруг лежит белый снег. Очень красивая улица. Ну что, Соня, скажи мне честно, метро это легко или сложно? Коля, ты знаешь прекрасно мой ответ на этот вопрос. Знаю, но хочу услышать от тебя лично, честно и громко. Хорошо. Честно и громко. Московское метро — это нелегко. Я слышал это. Продолжай, пожалуйста. Московское метро — это очень сложно, запутанно и немного страшно в первый раз. Полностью согласен с тобой. Первый раз действительно сложно и запутанно. Но я справилась с автоматом, и с турникетом, и с эскалатором, и с пересадкой. Да, ты справилась со всем, пусть и с моей небольшой помощью по пути. Небольшой помощью? Коля, ты помогал мне на каждом шагу всю дорогу. Ну, может быть, помощи было немного больше, чем небольшой. Это правда. Намного больше. Но спасибо тебе огромное за всю твою помощь сегодня. Пожалуйста, я рад был помочь тебе в первый раз в московском метро. В следующий раз я поеду на метро сама, без твоей помощи. Обещаю. В следующий раз? Ты уверена, что хочешь попробовать снова в следующий раз? Абсолютно уверена. Я не сдамся перед этой картой с 14 линиями. Это очень храбро, но я все равно буду рядом, просто на всякий случай. На всякий случай? Значит, ты не веришь, что я справлюсь одна в следующий раз? Я верю, что ты справишься, просто я буду рядом для морального поддержки. Моральная поддержка — это хорошо. Согласна. Спасибо. Пошли пить кофе, ты это заслужила после такого трудного первого раза. Да, большой кофе и что-нибудь вкусное. Я это точно заслужила сегодня. Абсолютно заслужила, ты большой молодец. Большой молодец. Именно. Спасибо, что заметил. Пошли, большой молодец, тебя ждет большой кофе. Пошли, пошли, пошли. Метро — это сложно, но кофе — это всегда легко.